Добрый день! Вы на канале Craft & Fix, и сегодня мы попробуем ограничить доступ на участок различных назойливых личностей. На маркетплейсах можно найти много вариантов замков для контроля доступа. Наиболее часто встречается вот такой вариант. Но к этому замку нужен еще блок управления, считыватель ключей, блок питания и прочее. И вот на глаза попался этот вариант замка, где примерно за ту же сумму мы получаем полный комплект с блоком управления в корпусе самого замка. Итак, давайте распакуем. В комплекте в отдельной коробке идет вот такой блок питания на 12 вольт. Теперь переходим к основной коробке. Во-первых, видим листок с инструкцией по подключению на английском языке. Пульт для дистанционного управления и настройки. Комплект из 5 ключей. Мастер-карта для настройки ключей. Внешний считыватель ключей. Ключи и механизм для открытия замка без электричества. Ответная часть замка с установленным в ней магнитом. Ну и, собственно, сам замок. Ну что ж, давайте вскроем и посмотрим, что у него внутри. Тут мы видим плату управления с разъемами, назначение которых, а также саму схему подключения, можно посмотреть на этой картинке. Этот замок можно коммутировать с домофоном для дистанционного открытия, либо просто использовать кнопку. Внешний управляющий сигнал открытия может быть как положительной, так и отрицательной полярности. На схеме подключения я показал каждый из вариантов. Итак, давайте попробуем подключить замок в тестовом режиме и проверим его работоспособность. При первичной подаче питания происходит закрытие замка. Попробуем открыть замок ключами из комплекта. Как видим, они не запрограммированы, и замок их не принимает. Для входа в режим программирования нужно кратковременно поднести мастер-карту к считывателю. Замок подаст сигнал, и светодиод загорится зеленым. Далее подносим к считывателю ключи, и они записываются в память замка. Для выхода из режима программирования нужно снова приложить мастер-карту или просто подождать. Для программирования других ключей процедуру нужно повторить. В этот замок можно записать не только ключи из комплекта, но и любые другие, например, от квартирного или офисного домофона, чтобы не плодить количество брелков на связке с ключами. Установленный в замке магнитный датчик определяет открытие двери.
и после ее закрытия запирает замок. Также замок можно открыть с помощью кнопки, которую можно установить в удобном месте. Если после отпирания замка дверь не была открыта, то через некоторое время он сам запирается. Теперь приступим к установке замка. Первым делом я установил рядом с калиткой бокс для блока питания. Я решил использовать этот бокс не только для замка, а разместил там еще дополнительную розетку для подключения инструмента, триммера или автомойки. В Leroy были куплены две розетки, которые по габаритам идеально вмещались в этот бокс. И вот так туда спокойно размещается блок питания. Хотя по итогу я поместил его в верхней части этого бокса над розетками. И вот так это все получилось в итоге. Ну, а теперь перейдем к слесарке. Из обрезков уголка и пластины я сварил вот такой кронштейн. С помощью бумажного шаблона размечаем отверстия под крепежные винты для замка. Для более удобной разметки решил воспользоваться краской. Сверлим 4 отверстия и фиксируем в них винты. Примеряем замок. Садится идеально. И теперь можно приварить головки винтов к кронштейну. И вот такая конструкция в итоге получилась. Однако при монтаже на месте я понял, что было бы удобнее не вваривать болты, а нарезать в отверстиях резьбу и закрутить винты, чем в тесных внутренностях замка крутить гайки. Далее к кронштейну я налепил крепежную планку для механизма открытия замка с помощью ключей. Итак, готовый кронштейн был зачищен, окрашен и приварен на калитку. Для крепления цилиндрового механизма замка между кронштейном и профлистом калитки был вставлен кусок доски. Провода к замку я провел в металлорукаве. Вот таким образом все подключено. Ради интереса проверим открытие замка с помощью пульта. Для этого нужно нажать решетку, 4 восьмерки и снова решетку. Этот пароль можно изменить при желании. Теперь приступим к монтажу внешнего считывателя. Для этого тоже понадобится шаблон. С его помощью были размечены и потом просверлены отверстия для установки считывателя. Чтобы считыватель не выглядел бельмом на калитке, я решил его окрасить в цвет профлиста. После высыхания краски смонтировал его на месте.
Для надежности я завернул плоский шлейф в ПВХ-трубку и зафиксировал стяжками. Теперь можно проверить работоспособность установленного замка и убедиться, что все смонтировано верно. Для защиты от осадков и общей эстетики из ПВХ пластика я склеил вот такой защитный кожух и также окрасил его. Закрепил на место с помощью самореза. Вот такая конструкция в итоге получилась. Замок отработал у нас все лето, и каких-либо замечаний по нему не возникло. Единственное, что светодиод на внешнем считывателе ужасно яркий, и даже несмотря на то, что заклеен скотчем и закрашен, в темное время светится очень ярко. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если видео оказалось вам полезным, поставьте лайк, а свои замечания можно написать в комментариях. До свидания!